Определите скорость течения реки, если теплоход проходит путь по течению за сутки, равный 600 км, и против течения путь, равный 336 км за то же самое время. Время одинаковое. Итак, условия задачи. Время у нас равно сутки. Сутки – это 24 часа. Сразу переведем. По течению реки он проходит расстояние S1 равно 600 км. И против течения реки S2 он проходит расстояние за те же самые сутки 336 км. Нужно определить скорость течения реки. Две реки – знак вопроса. Если теплоход движется по течению, это скорость теплохода, который мы еще пока не знаем. В теплохода обозначим через V. И скорость течения движется в этом направлении, V реки. Тогда скорость увеличивается теплохода, который движется вдоль по течению реки от одного пункта до другого. В противоположном же направлении этой скорости теплохода будет противодействовать скорость реки. Можем записать такие вот два уравнения, что S1 – это те 600 км, которые проходит теплоход за 24 часа, будет равна скорость реки плюс скорость теплохода, то есть V теплохода плюс скорость реки, и умножить на T. Это 24 часа. В противоположном же направлении, когда теплоход плывет, у него скорость будет вычитаться. S2 равно V минус V реки, тоже умножить только на T, на то же самое T. Потому что сказано о том, что время и туда, и обратно он затратил одно и то же самое. T у нас одинаково. S нам известно, и S2 известно. Известно T, известно два неизвестных и два уравнения. Система решается, можно это дело определить. Ну как, давайте. Во-первых, давайте откроем скобки. Вот здесь S1 равно V множится на T плюс V реки, что множится на T. Естественно, S2 будет равно V, что множится на T, минус V реки, что множится на T. Можем из первого уравнения определить значение скорости. Для этого нужно V реки умножить на T перенести в эту сторону. В данном случае тогда у нас будет V умножить на T равно, поменяем местами, чтобы было так лучше. S1 минус V реки умножить на T. Итого скорость V будет равна S1 минус V реки умножить на T и деленное на T. На время. Теперь что? Теперь у нас скорость вроде как определена теплохода. Можем подставить вот эту скорость теперь во второе уравнение. Вот сюда вместо этого V. Подставляем. S2 равно. Вместо V подставляем вот это значение. Дробь вот эту большую. S1 минус V реки умножить на T, что делится на T. И теперь надо умножить еще на T на время. Это вот же скорость только. А теперь время. Вот это вот выражение мы меняем. И минус V реки умноженное на T. Что у нас здесь? Сразу сократится вот это T. Что у нас получается? У нас получается, что S2 равно S1 минус V реки умножить на T. И еще одно минус V реки умножить на T. Сведем подобные члены, получаем S1 минус 2V реки, что множится на T. Перенесем 2V реки в эту сторону, а S2 перенесем в эту сторону. Что мы получим? Мы получим таким образом другое выражение. Минус 2V реки мы переносим в эту сторону, она уйдет с плюсом. То есть 2V реки умножить на T равно. S1 у нас здесь остается, а S2 переходит отсюда с минусом. Отсюда получаем, что V реки, смотрите, сразу можно определить, равно дроби S1 минус S2 делить на 2T. Итого подставляем эти значения. Уже у нас все в километрах, в часах. Получается 600 километров минус 336 километров делится на 2, умножится на 24 часа. Итого получаем 600 минус 336, получаем 264 километра, что делится на 2, умножится на 24 часа. Можно сократить это, будет 132 равно 132 километра, что делится на 24. И мы получим значение 5,5 километра в час. V реки будет равна 5,5 километра в час.